Привет, ребят, меня зовут Алекс, мы сегодня поговорим о японских городских бандах, скажем так, японских ОПГ. Да, между прочим, в Японии тоже есть преступность, и есть она довольно давно, несмотря на то, что Япония сейчас считается очень организованным обществом, отрегулированным, и страной, в которой очень мало преступности. Как мы знаем, Япония участвовала тоже во Второй мировой войне, на то она и мировая война, и после мировой войны Япония находилась в ужасном состоянии, потому что это, во-первых, была колония США. Насколько вы знаете, она, в принципе, до сих пор является колонией США, просто об этом никто не говорит. Япония участвовала на стороне нацистов. Тоже сюрприз-сюрприз для тех, кто любит аниме, они немножко не в курсе. Но на самом деле это не особо повлияло на то, что у них стало очень много банд. Это на самом деле происходило по всему миру, поскольку был общий мировой упадок. И вот в этот период депрессивный после войны в Японии стали появляться мотоциклетные банды. Банды байкеров. На тот момент купить мотоцикл было очень дорого, поскольку, в принципе, люди были в нищете, и экономика была в очень сильном упадке. Но, тем не менее, подростки очень стремились вступить в эти банды и купить себе мотоциклы, поэтому они ради этого даже совершали некоторые мелкие преступления, там воровство, грабежи и так далее. Есть легенда о том, что эти банды стали появляться, потому что людям после войны, которые участвовали в военных действиях, нужно было куда-то выплескивать свой адреналин, поскольку они его нахавались и привыкли к нему, то есть организм привык к большому количеству адреналина, и поэтому они стали таким образом выплескивать этот адреналин, участвуя в гонках, несанкционированных, конечно же. На тот момент в Японии действовало некоторое негласное правило, что вот этих людей не надо трогать, потому что они настрадались, ну и вообще как-то вот у нас послевоенный период нужно как-то себя восстановить. Поэтому на тот момент их особо не трогали и никто их не наказывал. Ну, катаются и катаются. Также в школах японских в тот период было очень жестокое обращение с детьми. Ну, не то чтобы очень жестокое, просто очень сильно заставляли их учиться. В принципе, сейчас уже послабления пошли в школах японских, поэтому стало более-менее попроще учиться людям, детям. Ну ладно, не люди. Но в тот период учиться нужно было буквально с утра и до вечера. То есть приходишь с утра в школу, потом еще идешь в джуку. Джуку это всякие кружки по интересу. Дополнительное обучение, скажем так. После джуку нужно было идти домой, делать домашнее задание. И все это заканчивалось около 9-10 вечера, спать некогда было. Люди были истощены. Очень сильное моральное давление общества. То, что нужно выучиться, нужно поступить в университет, нужно стать хорошим человеком. Вот это вот все накипело, скажем так, у молодежи. И они стали образовывать маленькие банды сначала внутри школ. Естественно, все банды состояли только из мужчин. На самом деле эти банды являлись апофеозом токсичной маскулинности. То есть правила были такие в бандах. Чем ты грознее, чем ты опаснее, чем ты больше всех бьешь, запугиваешь, тем ты больше мужик. Ну, в принципе, ничего удивительного, ничего нового. При этом, при всем, они очень любили моду, что очень странно, да, для ОПГ. Ты же все-таки мужчина, почему у тебя вот такая вот прическа? Ну да, прически у них были самые разнообразные. В основном это было влияние Запада, всякие ирокезы, начесы и прическа орубекку. Это значит все назад. В принципе, это течение тоже повлияло впоследствии на создание образов Visual Kei. В начале, там, 70-х, 80-х, там тоже были огромные прически, у всех начесы вот эти вот замечательные. Вся эта внешность являлась неким протестом против установленных правил, как минимум школьных, то есть для начала школьных. Школьную форму они, в принципе, носили, но они ее модифицировали, так, чтобы отличаться от других. То есть главная заявка была не выглядеть как все, не вести себя как все, конфронтация общества. У них были удлиненная школьная форма, то есть эти вот длинные пиджаки, больше похожие на плащи, широкие штаны с различными надписями на японском языке, всякими цитатами, с эмблемами хризантемы. У всех этих банд была некоторая идеология, завязанная на национализме, ну, то есть на патриотизме, конечно же, мы говорим про патриотизм. Это вот уважение к императору, Япония, защищать свою страну, вот это все. Как это, конечно, было связано, не совсем понятно, но, в общем, был такой некоторый курс на это дело. Другими словами, что это была скорее мода, чем реальность. То есть, на самом деле, вряд ли кто-то из них очень сильно уважал императора, потому что творили они странные вещи, не особо заботились о том, что они доставляют беспокойство другим людям, но в том числе и императору, конечно же. И вообще, как можно было связывать этот патриотизм и то, что они брали буквально моду с Запада. Ну, то есть, понятно, что это были позеры. Взялся сразу, да? Буквально в 50-е, 60-е как раз появились эти группы, и у них были сапоги военные, камикадзе. И вот как-то эта идеология привязалась к этим бандам уличным. Хотя не имела никакого отношения, конечно же, к ним. С 1972 года уже начали происходить беспорядки, в которых банды сталкивались друг с другом и бились, короче говоря, дрались. Ну, началась вот эта вот вся катавасия, потому что просто так они не могли отдельно существовать. Нужно было обязательно конкурировать. Это же патриархальное общество. Здесь они буквально боролись и выясняли, у кого длиннее начес. В 1972 году было 86 случаев конфликтов с участием ОПГшков. И в 1975 году насчитывалась уже 571 группа с участием 23 тысяч человек по всей Японии. То есть, представляете, масштабы. И с каждым годом эта цифра росла и росла. И тогда уже власти подумали, что надо что-то с этим делать. Буквально странные люди
странными начесами, в непонятной одежде. В принципе, это не самая большая проблема в этой ситуации. Разъезжали по Японии, в общем, пугали людей как только можно. Это, конечно, минимум, что они делали. Естественно, они совершали вооруженные нападения на людей, грабили их, избивали, бывало так. Но в основном они концентрировались друг на друге, то есть старались по возможности не трогать других людей. Старались, что это не значит, что не было таких случаев. Конечно же, они были. И один из самых известных случаев произошел в 1950 году, с которого начался как раз резонанс, о котором стали говорить. Называется оно «Oh, mistake». Mistake. О, ошибка. Mistake по-английски ошибка. Один японский член одной из банд напал на грузовик, которым перевозилась зарплата для Токийского университета. Одного из водителей он умертвил, а потом он забрал этот грузовик и уехал вместе с деньгами. Что он делал с деньгами? Он их потратил на свою девушку, они тусили-кутили, в принципе, ничего разумного. Но когда его поймали, его вычислили, он сказал «Oh, mistake». То есть он хотел сделать вид, что он является японо-американцем, и на самом деле это не он все это сделал. В общем-то, такая была отмазка. Не очень сработало, конечно, его посадили. Но с тех пор это и пошло в народе, типа «Oh, mistake». И за этими бандами закрепился не очень хороший образ. Хотя как он мог закрепиться хороший, если они буквально мешали людям, даже спать, между прочим. Кстати говоря, сейчас в Японии действует тоже негласное правило не шуметь на улицах после какого-то определенного времени. Висят плакатики, там, не шумите, здесь спальный район, например. И действительно, очень даже тихо. То есть нет таких проезжающих мимо автомобилей с музыкой, никто не дудит, не сигналит. Бывает, иногда там проходят какие-то японцы пьяные и поют песенки. Как я говорил, уже все начиналось со школы. В школах очень много было буллинга по отношению к более слабым ученикам. В японских школах сейчас очень много буллинга, а тогда было еще больше, конечно же, потому что тогда с этим никто не боролся. Были избиения, отбирание денег на обеды, кражи, это все. И поэтому уже среди школ вокруг сильных лидеров стали объединяться люди, которых, наверное, бьют. В общем, люди, которые хотели, чтобы их зачтили, они, естественно, вступали в эти банды и постепенно стали образовываться. Потом эти банды вышли уже на городские уровни, они стали между собой уже как-то конкурировать. Вот так вот все это покатилось, понеслось. Внутри банд были тоже свои правила. Допустим, чтобы выбрать какого-то лидера, они устраивали бои. Ничего не напоминает. Наверное, что-то напоминает, я не знаю. И тот, кто побеждал в бою, становился следующим лидером. Такие были правила. Это не у всех, конечно. У всех разные были правила, разные были группы. Называли их, этих конкретно мотоциклетных, называли группа Босузоку. До этого была Каминари, еще УПГшка. Это тоже чуваки, которые катались на мотоциклах. Но Босузоку это более такое народное название, потому что они катались на мотоциклах и мешали всем спать. Излюбленной темой было у них встать на перекрестке, начать сигналить, чтобы мешать трафику. Оружие у них тоже было. Они были вооружены нунчаками, цепями, бутылками с зажигательной смесью, битами железными, мечами деревянными. По мере распространения всего этого насилия, естественно, становилось больше внутри банд и между бандами. И некоторые члены банд уже примыкали к якудзе. Якудзе, они были типа шестерками, продавали всякие вещества, воровали мелкие всякие штуки делали. Пик настиг Японию в 1980 году, когда было уже 754 группы по всей Японии. Забавно, что они пропагандировали отвращение к коллективизации, но при этом объединялись в коллективы. Да, это был основной посыл, это против коллективизации, иерархии в обществе, но при этом они строили свои собственные какие-то иерархические общества, и в них участвовали совершенно спокойно. Называли их также еще цуппари, то есть в Японии называли цуппари, это такой стиль. Янки, по идее, слово, которое обозначает, в принципе, молодежь, которая склонна к преступлениям. Так японцы называли американцев. В общем, это было уничижительное прозвище, которое произошло от имени Джон. То есть, вы знаете, что Джон может писаться как Ян. Так называли не только американцев, просто всех жителей Северной Америки. И поскольку все эти цуппари стали копировать стиль американцев. А куда деваться после военное время? Естественно, там было очень много американцев. При этом они выступали против нахождения военных американских в Японии, но при этом они копировали стиль. Конечно, и личные половые трудности, что они так делали. Естественно, у них была еще и музыка, которую они очень любили, которая отображала их взгляды. Это была группа Stray Cats, не путать со Stray Kids. А среди аниме было очень известным Bebop High School, в котором тоже были ярко представлены эти образы. Цуппари или янки. Постепенно эта мода стала перетекать в более такие casual стили, и последнее веяние, которое затронуло именно этот стиль янки, это хип-хоп мода. В основном янки сейчас одеваются как хип-хоперы с очень хреновым вкусом. То есть вы можете их сразу определить по улице, они идут в этих бомберах с разными надписями, драконами, яркие бомберы, там широкие штаны, короче говоря, стиль, знаете, не то, что даже нулевые, это прям стиль, который даже в нулевые был очень-очень плохим. По сути, у них это и в идеологии записано, в этих всех банд, отщепенцах, что мы будем одеваться
вот не так, как надо. Мы будем одеваться хреново. Янки, в принципе, одеваются в основном в масс-маркетах, чтобы вот презрение это выразить к брендам. Опять-таки прически. Самое главное у Янки это обесцвечивание волос. То есть в основном. Это является визитной карточкой. Можно, конечно, не обесцвечивать, но если ты обесцветил волосы, у тебя сережка в ухе, у тебя школьная форма удлиненная, то ты прям вот конкретно Янки такой. Это мы сейчас говорили о мужчинах, о девушках немного попозже. В 1999 году в префектуре Мияги наконец-то перестали терпеть все это и издали свои законы, по которым вот эти вот банды будут изгнаны. Ну, то есть они стали конкретно отлавливать, полицейские буквально везде, где только могли, их отлавливали разными абсолютно способами, вплоть до того, что они кидали им какие-то палки в колеса, ну, чтобы остановить мотоцикл. Это, конечно, приводило к печальным последствиям иногда, но вот у них были такие приказы. В итоге, конечно, всех не отловили, но янки поняли, что надо немножко скрыться из глаз и ушли на дно. Также было издано несколько законов, по которым нельзя было несовершеннолетним покупать себе мотоциклы и, в принципе, транспортные средства, поэтому очень многие банды стали ездить на велосипедах. Это выглядело очень странно. Но такие вот, они были очень грозные. Они эти велосипеды тоже модифицировали. Так же, как свои мотоциклы, чтобы они выглядели модно и необычно, чтобы не отличались от других. Всякие навороты там приделывали, приклеивали. То же самое они делали, в принципе, и с машинами, и с мотоциклами. То есть, в принципе, все это выглядело довольно необычно. Я, кстати, тоже видел однажды банду, вот эту вот. Но они сейчас уже такие мирные. Они, конечно, ни на кого не нападают, просто как модное течение сейчас стало. Просто я был на Сибу и как раз проезжал вот это вот вереница всех этих людей. Очень необычные машины с низкими бамперами, раскрашенные все с какими-то турбинами непонятно. Некоторые машины там с супер низкой посадкой, там супер высокой посадкой, хотя я с высокой не видел. Мотоциклы, то есть байкеры там были тоже. Велосипед я видел только один раз. Тоже был велосипед прикольный, переделанный под мотоцикл, и дяденька на нем катался. В принципе, там очень много интересных таких субкультур, которые собираются каким-то образом взаимодействуют, не причиняя никому неудобств. Также в парке Хараджуку очень часто собираются, по-моему, каждое воскресенье собираются дяденьки и тетеньки возраста где-то, наверное, 30-40, нет, уже, наверное, 40-50, которые очень любят рок-н-ролл. Они одеты в кожаные штаны, кожаные куртки, они становятся в круг, ставят в этот круг магнитофон и включают рок-н-ролл, начинают танцевать. Я наблюдал это не однажды, это было очень весело на самом деле. Относятся ли они к цупари? В принципе, да. Это как раз вот те самые подростки, которые тогда буянили, но вот прекратили со временем. Очень многие, кстати, пересажали, и когда они вышли, у них, естественно, были большие проблемы с социализацией. Ну, как-то они все-таки подстроились, перестроились. Тех, которых не поймали, не посадили, они либо научились жить в обществе, как-то тоже подстроились, либо они пошли в якудзу. То есть особо отбитые, они, естественно, туда и пошли, куда им деваться. Наряду с тем, что очень сильно распространялась вот эта вот маскулинная культура всех этих мужских банд. Естественно, женщины тоже хотели. Их не пускали в банды, и они решили, что это неправильно. Плюс им очень не нравилось, что распространялась токсичная маскулинность, и поэтому они начали создавать свои ОПГшки женские. Начиналось это все с невинных вещей, типа курения в туалете, но со временем стали уже какие-то вещи происходить, связанные с насилием. Естественно, это был буллинг в школе. Я думаю, что во многих всяких анимешках, там, старых дурамах вы видели таких девочек, таких типа крутые в школе. Все эти ОПГ-девочки, они носили очень длинные плессированные юбки. Это был протест против объективизации женщин. То есть буквально это были практически первые феминистки Японии, активные, которые выражали свое фу по отношению к мужской фигне. Ну вот они специально модифицировали все эти юбки, я так думаю, что они буквально шили их заново, потому что сделать из короткой юбки длинную невозможно никак. И они носили также короткие, укороченные топики, где было видно часть живота. В основном это были девушки из низкого сословия, которые понимали, что их ничего не светит в жизни. То есть они не поступят в университет, не получат там образования хорошего, не получится ничего с карьерой. Еще плюс в обществе, естественно, был патриархат на тот момент очень жесткий, что у них светила в жизни только одна перспектива – это выйти замуж удачно, если получится. А если не получится, то неудачно. Поэтому они отрывались как могли. Естественно, у них тоже своя была какая-то мода. Они также делали химзавивку, как и пацаны. То есть это все было, естественно, с западной моды взято. Начесы большие. Короткие стрижки девушки часто носили. Некоторые представители этих ОПГ не ярко красили губы, но в основном девушки из банд предпочитали не пользоваться косметикой вовсе, чтобы опять-таки подчеркнуть эту независимость от общества. На тот момент в обществе японском все это было очень странно, потому что это было довольно традиционное общество, и положение женщины было совершенно очевидным. Ты мать, ты следишь за домом, и все. И в такое время, когда буквально вот 100 лет назад женщины были никем, вдруг появляются вот эти вот сукебан. Сукебан это означает, ну, в принципе, это и означает женские банды. Мужские банды назывались панчо, название женщины по-другому. Сукебан, сокращение получается сукебан. Норифуми Сузуки утверждает, что это он придумал этот термин, когда он снимал фильм «Сукебан» с Акикой Вадой в главной роли. Так вот, этот Норифуми Сузуки утверждает, что сначала он записал название как «Онна но банчо», то есть женские группировки, а потом стал это читать как «Сукебан». Но после того, как этот человек ушел из индустрии, некий Такаюки Минагава, стал утверждать, что это на самом деле он придумал это название. Кто из них прав,
непонятно. Но кто-то из них точно придумал. Потому что это название действительно появилось после того, как произошел показ фильма «Сукебан» про женские группировки, которые, естественно, стали очень популярны в Японии. И это породило еще новую волну вот этих всех группировок. Другими словами, происходила романтизация группировок. И можно увидеть в некоторых аниме, где пытаются привить положительный образ всем этим персонажам. Например, тот же учитель Онидзука. Но там он главный герой именно является... Это хулиган-бандит, как еще не знаю назвать его, короче говоря. Он становится учителем в школе, чтобы... Потому что там девочки. Ну, какой-то очень странный, на самом деле, мотив. Но в итоге оказывается, что он очень хороший учитель, очень хороший человек, он заботится о своих учениках, и в итоге, на самом деле, он очень высокоморальный и замечательный персонаж. Как так получилось, исходя из его первоначальной истории, не совсем ясно. Но здесь, очевидно, прослеживается тенденция попытки преподнести образ Янки как чего-то хорошего. На самом деле, конечно же, Янки не только гадости творили. Один Янки рассказывал, как они помогли женщине выбраться, когда она застряла в своей машине. В принципе, люди разные. Если даже человек состоит в группировке, не значит, что он очень плохой человек. Может, просто так получилось. Но это не отменяет общего негативного образа Янки. Как бы ни стараясь, конечно, все это романтизировать, конечно, остается все равно убеждение в том, что это преступники, потому что это является фактом. Вернемся к девушкам и их замечательных группировках. Они также начали терроризировать школьников внутри школ, то есть это начиналось опять-таки со школ. Они доставали учениц других и, естественно, парней тоже доставали. У них тоже были какие-то правила внутри банды. Например, не употреблять вещества и не состоять в отношениях с членами другой банды. У них также были различные оружия, которые они прятали в юбках. Любимая игрушка у них была йо-йо. Вот эта вот штука как на веревочке. Это пугающая вещь, если это вы видите в хорроре. Вы наверняка знаете фильм «Убить Билла», там как раз присутствует одна девочка японская. И образ, который был, естественно, навеян этими сукибанами. Тарантино сам об этом говорил. Но тут разница в том, что она была в короткой юбке. Ну, по идее, сукибан дальше уже стали укорачивать свои юбки. И не обязательно, кстати, ходили в юбках, в штанах тоже бывало. Но вот именно классический сукибан образ должен иметь в виду, что юбки были длинные. В качестве оружия они использовали иголки, лезвия, а также у них было известное наказание внутри банды за то, что человек провинился, они прижигали сигаретами их. Забавно, иронично, но в итоге вся эта ситуация с женскими бандами в итоге была сексуализирована. Опять-таки, в кинематографе появилось направление pink violence. То есть это особенные фильмы с содержанием огромного количества эротики и минимального сюжета. Нет, это еще не порно. Все еще нет. Сюжеты были завязаны именно на женском насилии. То есть они рассказывались вот этих вот бандах женских, которые орудовали в то время в Японии. По сути, да, образ был в итоге сексуализирован, все, расходимся, до свидания. Все разошлись. Автор Sailor Moon также признался, что вот эти образы девочек были навеяны сукебан. Так что это было inspiration для очень большого количества людей, на самом деле, в творчестве. Так что не все не зря. К тому же банды сукебан являются очень знаковым событием в японском феминизме, потому что они действительно очень многое поменяли в головах людей относительно девушек. Не то чтобы они прям очень активно боролись, но вот они всем своим видом показывали, что идите вы нахрен. Мы хотим вот так, но мы будем так, а не обязательно вот так, как вы говорите. Так что, несмотря на все это насилие, которое они производили, все-таки польза общества была тоже огромная. Какая польза была от дяденек с начесами? Тоже была, в принципе. Потому что от этого появились разные стили одежды, разные течения моды, и в итоге все это пришло к тому, что мы сейчас видим. То есть большое количество кавайных парней. На самом деле это все, да, именно так и развивалось. Конечно, вот эти вот все ответвления именно цупари, которые ушли в хип-хоп, которые ушли вот конкретно в ямки быдла, они все так и остались, но основное течение вот этой вот моды, оно так и просматривалось. От цупари к visual kei, потом еще поняшня, няшня, и вот сейчас мы видим это все. То есть айдолы, каваи и все остальное. Так что мы можем буквально наблюдать, как в течение многих лет Япония успокаивалась после войны. Да и успокоились. Конечно, есть некоторые чуваки, которые, в принципе, не особо любят моду, но являются янки. То есть это как такие шестерки, якудзы их тоже называют янки, по идее. Якудзы это совсем другая тема, конечно, это более серьезные ребята. И там действительно очень мало женщин. Ну, там они есть, кстати, да, то есть есть некоторые женщины, которые якудзы считаются очень крутыми. В принципе, если все эти люди не протестовали и не устраивали все вот эти вот группировки, то, наверное, в Японии бы ничего не поменялось. Не изменилась бы система образования жестокая, не стали бы обращать внимание на жестокий буллинг в школе, кстати, да, я забыл сказать, что они в школе тоже избивали учителей. Ну, это так важный момент, да, наверное. Потому что они не терпилы. И когда происходят такие вещи, конечно, государство обращает внимание, что что-то не так, надо что-то с этим делать. Но в Японии такая система присутствует, что они, ну, конечно, запрещают иногда некоторые вещи, которые прям совсем уж из ряда в воду выходящие. Они пытаются разобраться, в чем причина, и пытаются как-то эту причину искоренить. Ну, вот они, да, запретили, но они при этом еще стали
реформировать, потому что это было причиной. Потому что ты, если заткнешь с одной стороны, и с другой стороны вылезет обязательно. То же самое и с Сукипан. Если бы они не стали возмущаться против всей этой ерунды патриархальной, то, естественно, не было бы никакого продвижения в этом направлении. Так что хорошо это или плохо, будете сами решать в комментариях. Напишите обязательно комментарии. Вот такая вот ситуация с Янки в Японии, с бандитизмом. Чего как, да? Сорян. У меня есть Телеграм, там я иногда отвечаю на ваши вопросы, иногда выкладываю свои фотографии, это бывает очень редко, но тем не менее. Если хотите поближе пообщаться, подписывайтесь на мой Телеграм. Это все, пока.